Дорогие друзья, мы сегодня с вами обсудим такую тему, точнее две темы. Первая тема это называется ответка. Вы, наверное, слышали, да? Ответный удар. А вторая тема защита колдунов. Давайте с первой темы начнем. Очень часто мы слышим слово карма. Мало кто это знает. Вообще карма, если честно, это больше восточная философия. На Востоке, в Индии в основном, да, это зародилось вместе с индуизмом, а позже и буддизмом, что человек, который в этой жизни жил, недобросовестно, не хорошей жизнью, недостойной, то в следующей жизни переродится в бедняка, в несчастного, в прокаженного, а может там в лягушку, в корову и так далее. Будет мучиться и отрабатывать свою карму. Сегодня очень много таких колдушек, выскочек из непонятно откуда, выступают по телевизору, постоянно говорят, вот, он не обработал свою карму, да иногда хочется им шлепнуть, знаете, по лицу, просто сказать, да ты можешь по-человечески вообще объяснить, что он должен был обрабатывать и куда? Понимаете, смешно, на самом деле. Вот. Карма – это наказание. Однако я оставлю за собой право и смелость утверждать, что нету никакого перерождения по сотни раз. Я уже объясняла вам, почему я так думаю. И объясню еще раз. Потому что, когда мы вызываем душу человека умершего, то эта душа приходит. Если душа перерождается, то как может прийти душа, которая умерла 100 лет назад и так далее? Душа приходит с того мира один раз, живет здесь и уходит. Вот это и есть колесо сансары, это и есть все, что касаемо кармы и прочего. Но сейчас вопрос не о том. Вопрос о наказании. Наказываются ли колдуны или их клиенты за свою работу? Колдуны – нет. Никогда не верьте, когда говорят, у вас в роду были колдуны, там что-то делали, поэтому вот вы наказываетесь, у вас вот в роду вот такой-то, такой аферизм, это все чистой воды. Потому что они не знают, что вам сказать. Они говорят то, что вы проверить не сможете. Где-то в роду, когда-то чего-то было. Откуда вы знаете, что там было в роду у вас? Правда? И это самый легкий вариант просто вас развести на деньги. То есть вот ваша прабабушка, бабушка там колдовали, поэтому вы сейчас расплачиваетесь, и это родовое. Ничего подобного. Род колдунов очень силен. Ушедшие давно из жизни колдуны оберегают и помогают своему роду. И никакого наказания там нет. Если колдуну дана сила, он может делать, что хочет. Что он считает нужным, то и может сделать. Он вправе делать все. Существует только одно, что вот человек, который пришел к нему, если он справедливую месть желает, и колдун это провел, то не будет ответного удара этому человеку. Если человек пожелал нехорошее, если человек не имел права изводить род, семью, если он это сделал ради материальных благ, абсолютно невинных людей положил в гроб, то ответный удар придет этому человеку, но не колдуну. Потому что колдун вправе решать, что ему делать, как, зачем. Ему дали эту силу, ему дали право, полное право распоряжаться. И никто, ни дети, ни внуки за это не отвечают. Не нужно просто вешать лапшу на уши массам. Вот вы делаете, а вам придет ответ. Ничего нам не придет и никогда не придет. Во-первых, колдуют неотмороженные люди. Это достойные люди. У них с моралью все в порядке. Они никогда не будут тупо мстить. У них есть логика, у них есть понимание, они разумные люди. И они не будут эту силу применять постоянно по каждому, знаете, незначительному поводу. И именно потому эти люди, как правило, берутся за справедливые дела. И тем более им ответ не приходит. Это вот первый вопрос насчет ответки. Следующий вопрос. Есть ли защита у колдунов? Той защиты, которую мы ставим людям, нет.
Какая бы она ни была у нас защита начитанная, вы поймите, что со временем мы снимаем такие сильные, страшные вещи и пропускаем через себя, что рано или поздно любая защита даст трещину, какая бы она ни была. Мы работаем без защиты. Наша защита – это те силы, которым мы посвятили себя, дали клятву, которые нас посвятили, которые нас приняли и которые нас охраняют. Есть такое понятие, как страж. Слышали? Так вот, от стража зависит, насколько ты силен. Если ты сильный человек, если ты уже дослужилась до определенного этапа, то тебе дают сильного стражника. Если ты еще находишься на этапе учеников, ну, твой стражник не настолько силен, чтобы противостоять, скажем, сильному колдуну, если он захочет тебе наказать. Кроме того, среди колдунов тоже существует такая иерархия. Мы вообще уважаем друг друга, мы можем не общаться, мы можем где-то не соглашаться и поспорить, и поссориться, все что угодно. Но если мы разумные люди, мы видим силу друг друга, мы не станем их тратить на месть. Мы просто отходим и живем каждой своей жизнью. Потому что у нас есть стражники, и неизвестно, чей стражник сильнее. Защиты у нас нет как таковой, вот как начитанная защита, что-либо такое. Такой защиты у нас нету. Конечно, иногда мы начитываем, снимаем себя, скидываем все, что мы набрали, что-то там себя защищаем как-то. Но основная наша защита – это другая сила, это тьма, это темная сила. А более надежной защиты, поверьте, вы не найдете. Никакие вам белые молитвы не спасут, если за вас возьмутся. Говорят, что человеку верующему колдовство не берет. Не верьте. Не верьте в это. Почему? Потому что колдовство берет любого человека. Если колдун не справился, это не из-за того, что тот человек был верующий, а потому что он не смог просто. Ну, не под силу было этому человеку. Просто очень часто говорят, знаете, когда аферисты открывают какие-то центры, парапсихологические, не знаю чего, и не могут сделать то, что просили от них. Они говорят: ой, вот этот человек верующий, я не смогла на него воздействовать, чушь собачья. Снять родовую защиту с человека, точно так же снять защиту начитанную. Возможно, вполне. Я не буду вас учить, как это делать, вам это и не надо знать, но это можно, если защиту с человека сняли, содрали, любую защиту, то делай с ним, что хочешь. Поэтому вера тут абсолютно ни при чем. Просто есть такая вещь. Если человеку, не суждено уйти, либо не суждено полюбить тебя, можешь пойти к самому великому колдуну, он тебе не поможет. Потому что не суждено, не дадут. Ты не попрешь против силы. Тебе не разрешат делать то, что ты хочешь. Ты делаешь то, что они хотят. Если у тебя получается работа, значит, эти силы захотели, значит, им это нравится, им это нужно. Вот они тебе позволили это сделать. Точно так же касаемо мести и всего остального. Позволили мстить, значит, получится. Человек очень жестоко заплатит за это. Не позволили, человек невиновен перед тобой. Ты зря ищешь мести, да? Значит, не дадут тебе на растерзание. Ну, ни в какую. Понимаете, что бы ты ни делала. Поэтому учтите, если у меня что-то получается, значит, вы это заслужили. Это раз. И что ответки нету никогда. Это говорят невежды. Люди, которые в колдовстве просто профаны, ничего не мыслят. Никаких ответок нет. И быть не может. А в чем тогда моя сила? В чем тогда сила моего рода? Смысл в этом всем, если я буду делать, и за это мне постоянно будет вот страх, такой дамоклов меч висеть, чтобы мои дети, внуки не расплатились. Ничего такого нету. Я точно так же не расплачиваюсь за своих бабушек. Абсолютно нет. То, что я прохожу, это я должна пройти, усилиться духом, может быть, и трудности, и все, что я в жизни прошла, да? Но это мое, это мой экзамен, это мне надо было пройти. Не потому, что они что-то сделали, ничего подобного. И они точно так же не в ответе за своих бабушек и матерей. Вообще колдовской род, он никогда ни за что не платит. Он продолжает эту силу. Поэтому, уважаемые мои, когда вы идете куда-нибудь,
Вам начинают вешать лапшу на уши, что у вас есть сила, вы из колдовского рода и всякое такое, бегите от этого человека подальше. Если бы вы были из колдовского рода, вам бы давно это открыли, вы бы это знали и с рождения, и с детства, вот с таких малых лет. Это во-первых. И во-вторых, вас бы не привели к колдунам, если вы сами из колдовского рода. Для того, чтобы вас спасли, нет, не привели бы. Вам бы само пришло это спасение. Я надеюсь, вы меня поняли. Всего хорошего.